книжкой, учебником. Прилетела я в Испанию из Аликанте. Добралась до... Я не выговорю это название этой деревушки, но здесь дом. То есть это то место, где происходит обучение. Это институт саунд-хиллинга, куда я приехала на обучение по звучанию, именно по раскрытию целительной силы голоса. Healing Voicing. Собралась у нас такая опять уникальная группа, опять потому что мне это напомнило, как в Таиланде, в Северном я училась у Манитакче даосским практикам. Здесь тоже прям много человек из всех стран мира. Из стран СНГ только я. Что интересно, иду по такой маленькой деревушке. Не знаю, видно там, нет, там кто-то сидит, кушает. Вот, иду такая вся красивая, с плащом. Было просто знакомство, ужин, вегетарианская пища только. Люди разные. Так как я очень чувствительна, мне нужно постепенно вникать в чувствование всех этих людей, потому что мы в непосредственном тесном контакте. Но ничего, это классный опыт. Кто-то живет в самом центре, а кто-то, как я, нас поселили в такой, отель, дом, вот одном из таких домиков. Здесь вы можете увидеть, как вода впитывает информацию, энергию из окружающей среды, благодаря уникальному своему свойству памяти. Наш учитель Мишель, она активирует чашу тибетскую, мы звучим, и это все способствует тому, что вода начинает пузыриться, и эти маленькие пузырьки выходят вовне и оседают на этом полотне синим. И не представляете себе в виде сакральной геометрии, в виде мандалы. Сакральная геометрия, она изучает формы, узоры, пропорции, которые считаются фундаментальными для построения Вселенной, отражают гармонию, баланс, да, например, как золотое сечение или цветок жизни. Vibrations in the other object. And that is how sound works. We've all seen or heard of the example of a singer breaking glass with her voice. Well, that would be the most well-known but also the most extreme case of sympathetic resonance. What happens is the singer goes, ah, and those sound waves travel through the air as a compression wave. You know, acoustic sound is a compression wave. It compresses areas of air molecules together, and then as they expand, they push that frequency. Все, что я видела в своих глубоких медитациях, то, что приходило ко мне, здесь и получаете знания для подтверждения и еще большего раскрытия этой информации, которая приходит, насколько звук целителен, насколько наше звучание целительно, насколько меняется структура и человека, и пространства, и всего вокруг. А еще я хочу выразить себе огромнейшую просто благодарность, то, что я смело сюда приехала. Я все понимаю, я общаюсь с людьми, меня понимают по-английски, потому что здесь полностью обучение все на английском языке. По-русски здесь никто не говорит, то есть здесь в группе 22 человека, и из разных городов Европы, вообще из Европы, разных стран, Америки, Африки Южной. То есть прям такое все интернациональная большая группа. И мы очень часто не говорим себе спасибо. Я говорю себе: Снежана, спасибо всей себе, кто я есть, этой прекрасной энергии, этому прекрасному human being. Благодарю.
Я получила образование звукового терапевта в самом Институте саундхиллинга Европы в Испании. Прекрасных преподавателей Мишель, Нестор, Чарли, Танит. Я очень-очень благодарна. И хочу с вами поделиться своим опытом и рассказать, что же такое звуковая терапия. На этом обучении было несколько модулей разных тематик, которые мы изучали, как теоретических, так и практических. Мы обучались овертонному пению, потому что овертона — это определенные частоты, гармоничные ряды, которые исцеляют человека, гармонизируют. Почему именно выбрала я разновидность Healing Voice, то есть исцеляющий голос? Я думаю, вы заметили, почувствовали в моем голосе определенные вибрации, энергию, возможно, которая успокаивает вас, гармонизирует, или просто вам нравится меня слушать. Это не потому, что я как-то стараюсь красиво говорить. Это исходит из внутреннего состояния. Есть такое понятие симпатический резонанс, когда мы с помощью звуков можем передавать состояние, гармонизировать все вокруг, пространство, людей, места, воду, материю, потому что все есть вибрация, все есть энергия, а энергия — это вибрация определенных частот. Мне очень понравилось это обучение тем, что мы разбирали на очень таком материальном, ментальном уровне, научном, что такое звук, как звуки влияют на тело человека, на физическое тело и на энергетические тела человека, на ауру, на энергию человека. Как это исцеляюще воздействует, как это гармонизирует, помогает. Практиковали друг на друге, один на один, но и также групповые звуковые медитации. И это было невероятно.